Hi-Fi звук, сверхчувствительные двойные магнитные блоки, поддержка кодека aptX Lossless, совместная настройка звука Harman Audio EFX, 6 встроенных микрофонов с подавлением ветра при вызовах, адаптивное активное шумоподавление, пространственный звук на 360 градусов с функцией отслеживания положения головы, защита по стандарту IP54, время автономной работы до 6,5 часов на одном заряде аккумулятора у одних только наушников и до 39 часов вместе с боксом. И, разумеется, как всегда, это только малая часть того, что можно прочесть в любимой нами рекламе к наушникам под названием Xiaomi Buds 5. Но как на самом деле дела обстоят у этой премиальной модели, сейчас я вам, разумеется, расскажу. Распаковка. Поставляется эта модель в белой коробке из плотного картона, на ней есть изображение и краткая характеристика модели. Выглядит упаковка презентабельно, упаковка хорошая, в комплекте мы имеем бокс, вкладыши, краткое руководство и кабель USB-C для зарядки. Бокс весит 36,6 грамма, один наушник 4,3 грамма. Габариты бокса 53 на 53 на 24 мм, а габариты наушников 30 на 17 мм. Что бокс, что наушники слегка легче и меньше, чем модель Buds 4, обзор на который, разумеется, был на канале. Звуковод овальной формы с металлической сеточкой, на которой есть маркировка Left и Right. Напоминаю, 7 обзоров в неделю выгружаю и ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro на данный момент. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на этот YouTube канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов под любым из роликов, и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в Телеграме. Подписаться на Телеграм-канал скидок, и вы автоматически в розыгрыше. Если победите, я вам туда и напишу. На стримах присутствовать не обязательно, стримы у нас ежемесячно. Перейдем же к обзору. В продаже имеется 3 расцветки на выбор, это черная, белая и голубая. Дизайн бокса особо не изменился с прошлой модели, что можно сказать и про дизайн наушников. Но несмотря на это, изменения есть. К примеру, теперь форма бокса не овальная и квадратная с закругленными краями. В кармане он не мешается, так как бокс довольно компактный. Выполнен он из матового пластика, и если в черной и белой расцветке крышка у него глянцевая, то в голубой расцветке крышка имеет матовую поверхность. С одной стороны это плюс, так как корпус не марки. С другой стороны, лично по моему мнению, это не очень привлекательно. Хотя здесь субъективщина и вкусовщина. Привыкнуть можно, и через несколько дней крышка вас напрягать не будет. Хотя, возможно, она вам изначально будет нравиться. Качество материалов отличное, но вот сборка не на свою стоимость однозначно. Крышка имеет заметные люфты, шарнир пластиковый. Ко всему, подобную сборку и качество материалов можно встретить у моделей других производителей, которые стоят в разы меньше. Далее, на корпусе расположили надпись Xiaomi, LED-индикатор, кнопку сопряжения и хорошо оформленный разъем Type-C. Открыть одной рукой бокс можно, крышка в открытом состоянии фиксируется. Хлопок при закрытии бокса глуховатый. Внутри все оформлено минималистично, есть краткая информация и 2 вертикальных места под наушники, с 2 контактами для зарядки в каждом. Наушники в боксе гуляют, и вытряхнуть наушники с закрытой крышкой бокса практически невозможно. А с открытой крышкой бокса не составляет большого труда. Извлекать наушники из бокса очень удобно, за что отдельный, конечно же, плюс. Переходим к наушникам. Большая часть наушников изготовлена из такого же материала, как и нижняя часть бокса, но также есть зеркальная вставочка. Куда же без них? Качество материалов, как для наушников, хорошее и собрана пара качественно. Посадка комфортная, но мне Buds 4 больше нравились по посадке, а к Buds 5 я бы, скорее всего, докупил бы силиконовые накладки для более плотной посадки. Они не вылетают, но их приходится поправлять, и довольно часто. Посадка — это индивидуальная часть, возможно, для многих данная модель подойдет лучше, чем мне. И напоминаю, что при любом раскладе, любыми способами и средствами наушники нужно сначала примерить. На корпусе расположили по 2 контакта для зарядки, по 3 микрофона, датчики обнаружения и область сжатия. Из команд на борту плей-пауза, переключение треков, регулировка громкости, ответ, сброс вызова, переключение между режимами шумоподавления и обычным режимом, вызов голосового помощника, а также включение функции записи разговора, о которой я расскажу слегка позже. В приложении можно настроить команды, что удобно. На сжатие наушники откликаются хорошо и быстро, но сжимать наушники нужно довольно сильно. Команды сопровождаются системными звуками, никакой озвучки на китайском языке нет. К минусам отнесу то, что на данный момент нет заявленной регулировки громкости с помощью свайпов, во всяком случае в паре со смартфоном не от Xiaomi. И это тоже не очень хорошо. Наушники оснащены динамическими драйверами, частотный диапазон от 16 Гц до 40 кГц, да, немного круче, чем мы привыкли. По кодекам есть поддержка AAC, SBC, а также aptX Lossless, aptX Adaptive и LC3 с некоторыми моделями смартфонов от Xiaomi. В Buds 4 была поддержка кодека LHDC версии 5.0, напоминаю. Далее, активное шумоподавление на борту ANC работает даже с одним наушником, оно имеет ручную настройку с 2 режимами
режимами работы, а также адаптивный режим, как и в прошлой модели. Но работает ANC слегка лучше, чем в BAT 4, точнее оно сильнее отрезает посторонний шум. Заряд наушников в шторке отображается, по одному они работают и переподключение бесшовное. Автоматически подключаются после открытия крышки бокса, мультипоинт на 2 устройства на борту, плюс есть интеллектуальное переключение между устройствами на операционной системе HyperOS. Датчики обнаружения отрабатывают корректно, ко всему в приложении их можно отключить или включить, как и мультипоинт. Анимация при подключении есть только на смартфонах Xiaomi с операционной системой HyperOS. Из интересного это встроенная функция для записи разговоров, но сразу отмечу, что она уведомляет собеседника о начале и конце записи. Плюсом отнесу, что можно включить запись окружения, когда наушники находятся в открытом боксе. Далее можно обнаружить пространственное звучание с настройкой под видео и музыку. Плюс можно включить функцию отслеживания головы, но звук не привязывается к источнику. Для фильмов данная функция подойдет отлично, но не для музыки. Помимо этой технологии, Buds 5 имеют функцию адаптивного звука, который в автоматическом режиме настраивает звучание, учитывая окружение и форму уха. Но она работает так же, как и в Buds 4. Заметить изменения в звучании очень сложно. Удобно, что можно воспользоваться 10-полосным кастомным эквалайзером и 4 предустановленными эквалайзерами. На настройку звучания наушники откликаются хорошо, также одна из предустановок это настройка Harman Audio EFX. Емкость аккумулятора бокса 480 мАч, полный цикл зарядки занимает 1 час 10 минут, беспроводной зарядки нет, что фейл, как по мне, за подобную стоимость. Емкость аккумулятора одного наушника 35 мАч, полный цикл зарядки занимает до 1 часа. Отыграли наушники на 65% громкости по кодеку aptX Adaptive без технологии пространственного аудио и без ANC 5 часов 25 минут. С боксом они могут прослужить около 29 часов. По автономности сильной прокачки нет. Ко всему емкость что бокса, что наушников осталась в принципе прежней. Водонепроницаемость класса IP54 только у наушников. Я искупал их в проточной воде около 30 секунд, после чего просушил их. По итогу с ними все в порядке. Функционал не пострадал. Несмотря на это, я очень советую держать любые наушники подальше от воды. Летим дальше. Xiaomi Buds 5 можно подключить к приложению под названием Xiaomi Earbuds. Чтобы подключить данные наушники, нужно выбрать регион Китай. Конечно, если у вас китайская версия наушников. Приложение будет доступно на русском языке, за что плюс. На главной странице с подключенными наушниками мы имеем заряд аккумуляторов наушников и бокса по отдельности, вдобавок в процентах. Кроме вышеперечисленного мной в приложении есть поиск наушников и обновление прошивки, которая, к слову, мне уже прилетала. Летим дальше. Bluetooth версии 5.4 через одну стену они не отваливаются, как и через две стены, и фризов я не наблюдал. Задержка на YouTube с кодеком aptX Adaptive незаметна, в целом, как и в играх, примеры вы сейчас увидите на экране. Микрофоны с алгоритмом шумоподавления отрабатывают хорошо, перегруз не сильный, да и голос сильно не искажается. Учитывая форму наушников и не длинные ножки, микрофон показал себя очень даже достойно. Пример вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов беспроводных наушников Xiaomi Buds 5. Ну и, во-первых, я напоминаю, что лучших микрофонов, чем у тех же шнурков, вы вряд ли найдете, потому что у шнурка микрофон находится у источника звука. Второй момент, что несмотря на то, что возможно, эти микрофоны вам покажутся хорошими, лучше микрофонов, чем у вашего телефона, вы тоже вряд ли найдете. И третий самый важный момент – аксессуары, это наушники, часы и все остальное. Желательно покупать того же бренда, что и Smart. И звук будет лучше, и микрофоны будут лучше отрабатывать, не считая еще и бешеного количества функционала. Стоковое звучание довольно качественное, запас громкости отличный, каши из частот я не заметил, бас как для вкладышей мощный, середина отлично проработана, а высокие звучат выразительно и по мне довольно приятно. Вокал как мужской, так и женский, Buds 5 отыгрывают хорошо, инструментал у нас различим, сцена шире среднего значения. Buds 5 звучат заметно лучше, чем Buds 4, но сказать,
что из-за звука нужно переходить на новинку, я однозначно не могу. Звук довольно сбалансированный, и плюс за то, что есть возможность персонализировать звук, даже с учетом того, что стокового звука большинству пользователей будет достаточно. Также отмечу, что с включенным ANC звучание становится менее собранным и не таким детальным. Из минусов: нет беспроводной зарядки бокса, нет регулировки громкости с вайпами, необходимо сильно сжимать область для управления, и цена. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, если промокоды смотрите в моем телеграм-канале, также по ссылке в прикрепленном комментарии. Вдруг на момент вашего просмотра появятся скидки, я туда обязательно скину промики. На прошлой распродаже цены были прямо вау. И M6 Pro от Poco был по 12,5, и Poco X6 Pro стабильно продавали 19 с копейками. В общем, порадовали нас. А самое главное, лично мне, допустим, уже отправили. Что Realme 13 Pro, что 13 Pro Plus, которые, кстати, потом стали дешевле, по 21 с копейками и по 24, но я покупал по 22 и 26. Резюмирую, Xiaomi Buds 5 хороший выбор, если вам удастся их купить на распродаже или со скидкой. Эта модель является отличными наушниками форм-фактора вкладыша. Но советую однозначно покупать их только если вы пользуетесь флагманом от Xiaomi, так как только там весь функционал раскроется, да и по звучанию будут какие-то улучшения. После того, как Xiaomi стала реализовывать свою HyperOS, по всей видимости, она занялась реализацией экосистемы. От меня девайсу однозначное да, подписывайтесь на канал с колоколом, огромное спасибо за просмотр, добра и удачи вам, дорогие друзья.